Привет всем! В общем, экстренное, быстренькое кухонное включение о определенной теме. В общем, недавно загорелся себе приобрести легочник MSA для маски MSA. Ну и началась эта история с публикации в пожарной барахолке. Это всем известная страничка ВКонтакте, где есть различные продавцы, продающие различные импортные и отечественные продукты в виде снаряжения, экипировки и всего остального. В общем, сейчас мы с вами переключаемся на запись экрана, где я уже начал вести диалог с определенным кидалой. Мы с вами переключились на переписку с данным аккаунтом. Не знаю, естественно, кто настоящий человек, особой информации поподробнее. 2 августа 1986 года, Москва. Все это, возможно, конечно, и фейк. Вернемся в сообщение к собственной самой переписке. Значит, смотрите, я опубликовал в пожарной барахолке сообщение о том, что ищу вот как раз-таки такой вот легочник. На это мне приходят вот эти изображения. Я уточняю цену. 4000. Супер. Цена достаточно хорошая. Значит, здесь уже дальше диалог идет о том, чтобы отложить до зарплаты. Да, без проблем. Можем в резерв зарезервировать товар. Человек говорит о резерве. Резерв по предоплате 30%. Ну, в вашем случае будет где-то 1200. 1200. Думаю, раньше получится. То есть мы его резервируем, а уже как уже будете покупать, то есть оставшуюся сумму оплачиваете, его отправляем. Ну, естественно, я дальше уже выстраивал общение, то, что может быть раньше у меня получится. Ну, да, без проблем заберут. Угу. И сегодня я уже начинаю уточнять детали о том, что как осуществляется покупка. Что, все уже готов брать? Ну, у меня вот сейчас топор заказали воеводовский и такт, рацию. Сейчас буду на почту собираться, сразу все смогу отправить. Довольно такой интересный тактический момент, что человек, располагает уже к себе, вот он уже все, у него еще заказывали, и сейчас он идет заказывать, давайте скорее деньги отправляйте, я как раз таки и ваш товар тоже отправлю. Ну, смотрите, если сейчас хотите заказать, можете мне позвонить, можете не звонить, можем тут пока все говорить. От вас требуются данные, как фамилия, имя, отчество, индекс почтового отделения, номер телефона и город. Ну, по факту оплата. Оплата, отправка. Оплата и отправка. Я здесь пишу что где гарантии, что после оплаты будет отправка. Может, паспорт покажешь, чтобы какие-то гарантии были с твоей стороны. Какой паспорт? Я пишу с Российской Федерации. Ну, Антон заказывает постоянно, никто не жалуется. Никто не спрашивает паспорт и все в этом роде. По поводу заказывают постоянно, это мы сейчас еще с вами посмотрим. Просто если вы готовы заказывать, покупать, заказывать, не готовы, вас никто не заставляет заказывать. Ну да, все просто. Я ему отвечаю на это. Это я понимаю, так как с тобой лично не знаком и ранее ничего не покупал, мне нужна уверенность и какие-то гарантии. Давай, может быть, оплату тогда при получении сделаем с ДЭК. Он отправляет фотографию, видимо, чьей-то переписки, чьей-то отправки и еще чего-то там. Вот, друг, понимаешь, мне не интересно знать, у меня есть свои условия, которые я всегда оглашаю, а условия другие меня не интересуют. Хорошо, это мы с вами тоже услышали. Теперь мы напрямую уже спросим человека по поводу его, грубо говоря, репутации в интернете, о том, что он не отправляет товары. Данный автор на мое сообщение пока еще ничего не ответил, 21 минута назад он был. Что им написал? Что ты скажешь по поводу того, что пишут в пожарной барахолке? Типа кидала и после оплаты товара кидает в черный список и никаких товаров не отправляет. Ну а пока я предлагаю тогда пройти как раз таки в пожарную барахолку и посмотреть, что же пишут о данном человеке. Обсуждение, 35 обсуждений, достаточно распространенная группа ВКонтакте, пожарная барахолка, 50 тысяч человек аудитории. Кидалы. Заходим в самую последнюю страничку.
Ну, давайте начнем с предпоследней. И вот наш человек уже фигурирует. Это, давайте проверим, его ли это страница. Да, это его страница. Здесь, значит, Андрей Гаршин утверждает то, что это мошенник. Возможно, мошенник после его объявления о покупке маски скинул в ЛС фото товара после разговора о личной встрече и подключении моих знакомых в его городе слился. Значит, здесь тоже какой-то искидал. Дальше. Нас интересует определенный человек. Кстати, те, кто знакомы с Рустамом Халиуллиным, а это клон страницы Рустама. Так, вот оригинал. Дмитрий Куркин. Там у нас Даниил Куркин. Люди, хватит быть бездарными, невнимательными. Эта тварь косит под меня. Закрыть его от моих фото я не могу. Он под чужой страницей сидит и качает новые. Не ведитесь, не дарите деньги. Сейчас я надеюсь, что мы дождемся ответа от этого человека по его репутации. Значит, будьте осторожны, тоже еще какие-то мошенники. Доброго дня всем. Станислав Халиуллин. Подскажите, брал ли кто-нибудь у него галет? В общем, здесь идут обсуждения по различным спорным моментам. Дмитрий объясняет различного рода моменты. Опять Даниил Куркин отправил деньги, добавил меня в черный список, нигде не отвечает. Вот что и требовалось доказать. При том, что это, да, совсем недавно было, 1 ноября. Пока фейковый продавец не отвечает ничего, давайте зайдем к продавцу оригинальному. Здесь различного рода товары, нас больше интересует вот такая вот подробная информация. Я Дмитрий Куркин, фейк Даниил Куркин. Будьте внимательны, моя ссылка. Значит, смотрите, его ID прописано, последние 4 цифры 1851. Это к тому, чтобы подкрепить информацию о том, что он берет просто фотографии с страницы автора и продавца и размещает их к себе. Найти бы какую-нибудь общую прям фотографию было бы хорошо. Но я думаю, нам будет достаточно вот этого подтверждения. Значит, смотрите, это у нас Дмитрий Куркин. Заходим на его страницу для сравнения данных с оригинальным продавцом. Да, точно такая же ID, точно такая же картинка. Можно утверждать что фотографии просто взяты с другой страницы. Но все-таки дождемся его ответа. Мне интересно, что человек скажет по этому поводу. Давайте дождемся. Мы дождались с вами не очень многословного ответа. Автор написал что это все клевета. История пока не заканчивается. Будем продолжать диалог. Конечно, я могу предположить что сейчас тоже улечу в черный список, а может быть и нет. Давайте посмотрим, что будет дальше. Итак, я решил написать, грубо говоря, оригинальному продавцу по поводу нашего сегодняшнего видеосюжета. Сейчас посмотрим, что он ответит. Итак, Дмитрий ответил, я думаю, вы все прекрасно прочитали. Привет, да, мы знакомы даже. Естественно, я у него когда-то покупал, просто переписка у меня очищена, но речь не об этом. Я тебе наглядно постараюсь скинуть. Значит, давайте заходим. Куркин Шоп есть у него, значит, это страница, либо группа ВКонтакте.
где он пишет о разводе. Утверждает, что более 10 человек уже обмануто. Блокируем его. Это более 15 человек уже развела под моими фото, и суммы большие. Тебе жалобы людей или что именно? Ну да, и жалобы людей, конечно, нам подойдут. Значит, первый человек. Переписки. Даниил Куркин. С тем самым человеком, с которым я тоже сейчас общаюсь. По ценнику 9 рублей. Сейчас отдам за 8. Блин, недорого капец. Какой бюджет? 6,5. Так 6. Походу дела сейчас еще дешевле продаст. ЗП сам знаешь. Ну, чисто людские разговоры, общение. В принципе, двух, на первый взгляд, обычных пожарных. Переписку останавливайте, на паузу читайте. Я сейчас читать не буду. Завершилось тем, что он перевел 6000 и все получается, да? Да. Далее человек уже, видимо, ничего не получил. Сейчас мы с вами посмотрим следующее. Опять Даниил Куркин. Доставка. В общем, здесь вы все почитаете. Не отправил. Жду электронный чек. Угу. Вот это он же самый. Ну это вот получается, за Рустама Халиуллина. Собственно, вот такой ответ я получил на все свои сообщения. Но что тут скажешь? Ну вот, в принципе, что и требовалось доказать. Вы не можете отправлять сообщение этому пользователю, поскольку он ограничил круг лиц, которые могут писать ему сообщения. Ну что ж, вот такая вот сегодня получилась у нас с вами история. Достаточно неприятная, но жизненная. Что я хочу вам сказать? Не позволяйте себя обманывать. Будьте внимательны. Перепроверяйте, переспрашивайте. Убеждайтесь в каких-то гарантиях при покупке не только вот в таких ситуациях, как ВКонтакте, при покупке снаряги, но и в других площадках, потому что там тоже это зачастую обманывают, зачастую пользуются неграмотностью, доверчивостью наших граждан. В общем, вот такая вот история. Если вы попадали в подобную историю или с этим же человеком, давайте все вместе зайдем в пожарную барахолку, найдем его там в рубрике «Кидалы» и накидаем на него жалоб. Ну а вам я говорю спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких.